Вот так. Раз. Добрый день, дорогие друзья. Объявляется 5-минутная готовность чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact с лоу-киком памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. Приготовиться к выходу в ринг. Юниоры. Извиняюсь, юноши. Весовую категорию до 45 килограмм. Горбунов Никита, Приморский край. Арутюнян Артур, Приморский край.
Начинаем программу боев чемпионата первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact с лоу-киком. Памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. В ринг приглашаются юноши весовой категории до 45 килограмм. Горбунов Никита, Приморский край, Арутюнян Артур, Приморский край. Финал. В красном углу ринга готовится продолжить бой Горбунов Никита, Приморский край. Он 2007 года рождения, имеет второй разряд, занимается кикбоксингом 4 года. Провел 4 боя, из них 4 одержал победы. Является победителем первенства города Находки. Тренируется под руководством Гришина Андрея.
Закончится второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Арутюнян Артур, Приморский край. Он 2007 года рождения. Занимается кикбоксингом 4 года, провел 15 боев, из них в 7 одержал победу. Тренируется под руководством Станислава Маланчука, который в данное время ему секундирует. В этом упорном принципиальном бою победу одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact с лоу-киком спортсмен красного угла Горбунов Никита, Приморский край. Судейская бригада в том же составе. В ринг приглашается юноши до 57 килограммов. Оев Шадрус, Республика Саха, Снегур Арсений, Камчатский край.
Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой Оев Шадрус, Республика Саха. Он 2006 года рождения. Занимается кикбоксингом 5 лет, провел 5 боев, из них 5 одержал победы. Тренируется под руководством тренера Охотникова Сергея, который в данное время ему помогает. Ой, Шадрус, красный угол.
После объявления данного результата судьи, судившие этот бой, подойти к столу главного судьи. Боковой судья Константинов, следующую пару вы не будете судить, не надо смотреть тут, хорошо? Остальные все судьи, только те, которые сейчас судят. Следующий. В этом упорном бою победу одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact с лоу-киком памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова, спортсмен красного угла Раил Шабрус. Смена судейской бригады. Рефери Иванов. Боковые судьи Горохов, Кондратьев, Федоров. В ринг приглашается третья пара спортсменов весовой категории до 60 кг. Цой Кирилл, Приморский край, Чугунов Артем, Приморский край.
Хорошо, еще. Неловко, Цезарь. Хорошо, не распыляйся, спокойно. Артем, попробуй. В красном углу ринга готовится продолжить бой Цой Кирилл, Приморский край. Кирилл имеет 3-й разряд, занимается кикбоксингом 7 лет, провел 20 боев, из них 10 одержал победы. Тренируется под руководством Подоплелова Андрея. Центр займи, Артем. Хорошо. Не распыляйся, Артем. Артем, разозли. Хорошо, разозлись, Артем. Еще разозли. В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен с синего угла Чугунов Артем, Приморский край. Судейская бригада в том же составе в ринг приглашается юношей до 81 килограмма. Дрягунов Владислав, Приморский край, Потапов Марсен, Республика Саха-Якутия.
Закончился первый раунд. К красному углу ринга готовится продолжить бой Дрягунов Владислав, Приморский край. Он 2006 года рождения. Имеет второй разряд. Занимается кикбоксингом 4 года. Провел 10 боев, из них 8 одержал победы. Является призером первенства Дальневосточного федерального округа в разделе К1. Тренируется под руководством Черных Андрея. Дрягунов Владислав, Приморский край, красный угол. Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Потапов Марсен, Республика Саха-Якутия. Марсен имеет третий разряд. Занимается кикбоксингом 3 года. Является победителем первенства Республики Саха. Тренируется под руководством тренера Охлопкова Сергея, который в данное время ему секундирует. Потапов Марсен, Республика Саха, синий угол.
В этом бою победу ввиду явного преимущества одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен красного угла Дригунов Владислав, Приморский край. Смена судейской бригады. Рефери Винокуров, боковые судьи Щербачков, Янчев, Сафронов. В ринг приглашаются юниоры. Финальная пара весовой категории до 54 кг. Колин Кирилл, Хабаровский край. Терещенко Артем, Хабаровский край. В красном углу ринга готовится продолжить бой Колин Кирилл, Хабаровский край. Он 2005 года рождения. Имеет первый разряд. Является победителем первенства Хабаровского края. Тренируется под руководством Чижикова Евгения.
Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Терещенко Артем, Хабаровский край. Он является кандидатом в мастера спорта. Счет боя не ведет. Тренируется под руководством Римма Татьяны. В этом принципиальном бою победу по очкам одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact с лоу-киком спортсмен красного синего угла Терещенко Артем, Хабаровский край. Судейская бригада в том же составе. В ринг приглашаются юниоры
весовой категории до 57 килограмм. Шуаев Риван, Республика Саха, Кепчиков Виталий, Приморский край. Готово. Первый раунд. Тайм. Файт! Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой Шуаев Риван, Республика Саха. Он занимается кикбоксингом 3 года. Провел 10 боев, из них 9 одержал победы. Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа 2020 года. Тренируется под руководством тренера Офлопкова Сергея. Шуаев Риван, Республика Саха, красный угол. Второй раунд. Тайм. Файт!
Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Кепчиков Виталий, Приморский край. Он 2005 года рождения, имеет второй разряд. Занимается кикбоксингом 9 лет, провел 10 боев, из них 9 одержал победы. Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа 2018 года в разделе Light Contact и победителем первенства Приморского края в разделе К1 2022 года. Тренируется под руководством Гришина Андрея. Кепчиков Виталий, Приморский край, синий угол. Третий раунд. Тайм. Файт! Файт! Руки подними, руки подними. Руки подними. Встречаем. Виталий, встречаем. В этом бою победу единогласным решением судьи одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен с синего угла Кепчиков Виталий, Приморский край. Смена судейской бригады. Рефери Янчев, боковые судьи Горохов, Кондратьев, Борисов. В ринг приглашаются юниоры весовой категории до 60 кг. Дернов Никита, Приморский край, Циканов Дмитрий, Приморский край. Первый раунд. Fight!
Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой Вернов Никита, Приморский край. Он 2005 года рождения, имеет второй разряд, занимается кикбоксингом 3 года, провел 15 боев, из них 13 одержал победы. Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа 2021 года в разделе Full Contact с лоу-киком. Тренируется под руководством Бородия Юрия. Вернов Никита, Приморский край, Красный угол. Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Цикунов Дмитрий, Приморский край. Он 2005 года рождения. Имеет первый разряд. Занимается кикбоксингом 9 лет. Провел 28 боев. Из них 19 одержал победы. Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа 2020-2021 годов. Тренируется под руководством тренера Полищука Семена. Цикунов Дмитрий, Приморский край, синий угол.
Никита, жестче! Жестче, Никита! Тройка лоу, Никита, серийно поработай. Еще. Руку. Рук, Никита, жестче зайди! Руки лоу. Здесь надо доказывать. Еще. Больше лоу, Никита. Здесь. С ним работай левым, подними. Здесь встречать, Никита. Спортсмены на середину. В этом бою победу единогласным решением судей одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен синего угла Цыганов Дмитрий, Приморский край. Смена рефери. Рефери в ринге Щербачков Василий, Республика Саха. В ринг приглашается 8-я пара спортсменов весовые юниоры весовой категории до 63,5 кг. Дьячковский Анатолий, Республика Саха, Резнукаев Амади, Приморский край.
Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой Дьячковский Анатолий, Республика Саха. Он 2004 года рождения, имеет первый разряд, занимается кикбоксингом 3 года, счет боем не ведет, тренируется под руководством Барашкова Уисхана. Дьячковский Анатолий, Республика Саха, красный угол. Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Эрзнукаев Эмеди, Приморский край. Он 2004 года рождения. Имеет второй разряд. Занимается кикбоксингом 5 лет, провел 6 боев, из них 5 одержал победы. Является финалистом первенства Приморского края 2022 года. Тренируется под руководством Гришина Андрея. Эрзнукаев Эмеди, Приморский край, синий угол.
В этом бою победу единогласным решением судей одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Full Contact Slow Kick спортсмен красного угла Бичковский Анатолий, Республика Саха. Смена судейской бригады. Смена, не осматриваем. Смена судейской бригады. Рефери Иванов, боковые судьи Федоров, Константинов, Винокуров. В ринг приглашаются юниоры до 67 килограмм. Шпак Владимир, Камчатский край, Елизаров Александр, Хабаровский край. Работаем. Fight! Fight! Закончился первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой Шпак Владимир, Камчатский край. Он 2004 года рождения, является кандидатом в мастера спорта, занимается кикбоксингом 8 лет, провел 30 боев, из них 25 одержал победы. Является победителем первенства России 2019 года. Тренируется под руководством Кондратьева Артура. Шпак Владимир, Камчатский край, красный угол.
Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится продолжить бой Елизаров Александр, Хабаровский край. Он 2005 года рождения. Имеет первый спортивный разряд. Счет боя не ведет. Тренируется он под руководством Чижикова Евгения. Елизаров Александр, Хабаровский край, синий угол. Спортсмен на середину. В этом упорном бою победу единогласным решением судьи одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен красного угла Шпак Владимир, Камчатский край. В ринг приглашается 10-я пара. Мужчины, весовая категория до 63,5 килограмм. Красный угол Беляев Владислав, Камчатский край. Синий угол Логиновский Сергей, Приморский край.
В красном углу готовится к продолжению боя Беляев Владислав. Он является кандидатом в мастера спорта. Представляет Камчатский край. Является серебряным призером первенства России и первенства мира 2018 года. Тренируется под руководством Кондратьева Артура. Красный угол. Беляев Владислав. Камчатский край. В синем углу готовится к продолжению боя Логиновский Сергей. Он является кандидатом в мастера спорта. Представляет Приморский край. Провел 104 боя, 83 добился победы. Кикбоксингом занимается 12 лет. Является призером первенства Европы 2019 года, финалистом первенства России 2019 года, победителем первенства России в дисциплине Full Contact 2017 года. Тренируется под руководством Полищука Семена. Логиновский Сергей, синий угол, Приморский край.
Снимаем экипировку на середину. В этом напряженном зрелищном бою чемпионом Дальневосточного федерального округа в дисциплине Full Contact с волл-киком победу одержал боец синего угла Логиновский Сергей, Приморский край. Смена судейской бригады. Судьи сбоку. Кондратьев, Борисов, Сафронов. В ринг приглашаются спортсмены весовой категории до 67 килограммов. Петров Айтал, Республика Саха-Якутия. Зуев Мансур, Республика Саха-Якутия. Вниманию представителей команд, с 2 часов начнется официальное награждение спортсменов, которые уже выступили.
Закончился первый раунд. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению поединка Айтал Петров, представитель спортивного клуба «Кутюр» Республики Саха-Якутия. Является кандидатом в мастера спорта. Тренируется под руководством Алексеева Андрея Васильевича. Айтал Петров, красный угол.
Закончился второй раунд. В синем углу ринга готовится к продолжению поединка Мансур Зуев, представитель Республики Саха-Якутия. Занимается кикбоксингом 4 года. Тренируется под руководством Алексеева Андрея Васильевича. Мансур Зуев, синий угол. Третий раунд, дай. Хай! Хай! В этом бою победу одержал и стал чемпионом чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, представитель красного угла Айтал Петров, Республика Саха. Внимание представителей команд обеспечить присутствие спортсменов на награждении.
Послушайте информацию. Победители, призеры соревнований, просьба собраться за трибунами для проведения церемонии награждения.
Добрый день, уважаемые гости и участники соревнований. Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. Приветствуем победителей и призеров. Начинается церемония награждения победительницы и призерки среди девочек 2006-2007 годов рождения. Награждение производит президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия, генеральный директор публичного акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство Сергей Александрович Ларионов. За второе место с серебряной медалью награждается Лира Винокурова, Республика Саха-Якутия. За первое место с золотой медалью награждается Камила Алкаева, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победительницу весовой категории до 48 килограммов среди девочек. Начинается церемония награждения победителя и призеров среди юношей 2006-2007 годов рождения весовой категории до 45 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Василий Голиков, Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Артур Артунян, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Никита Горбунов, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 45 килограммов среди юношей. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 48 килограммов среди юношей. Награждение производит вице-президент Федерации кикбоксинга России, технический делегат соревнований, судья международной категории, заслуженный тренер России по кикбоксингу Александр Николаевич Березких. За третье место бронзовой медалью награждается Алексей Кван, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Ариан Попов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Максим Яковлев, Республика Саха-Якутия.
призеров весовой категории до 48 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 51 килограмма. За второе место серебряной медалью награждается Станислав Резников. За первое место золотой медалью награждается Арыстан Толковской. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 51 килограмма среди юношей. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 54 килограммов среди юношей. За третье место бронзовой медалью награждается Айсен Фатапов, Республика Саха, Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Глеб Колтунов, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Антон Шахани, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 54 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 57 килограммов среди юношей. За третье место бронзовой медалью награждаются Тимур Слепцов, Республика Саха-Якутия, Артем Эчка, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Арсений Снейпур, Камчатский край. За первое место золотой медалью награждается Шадрус Оев, Республика Саха, Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 57 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 60 килограммов среди юношей. Награждение производит родная сестра Александра Иванова Наталья Егоровна Михайлова. За третье место бронзовой медалью награждается Валерий Бесчестников, Республика Саха-Якутия, Вячеслав Голиков, Республика Саха, Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Кирилл Цой, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Артем Чугунов, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 60 килограммов среди юношей. Церемония награждения весовой категории до 63,5 килограммов среди юношей.
Церемония награждения весовой категории до 67 килограммов среди юношей. За третье место бронзовой медалью награждается Ислам Мурадов, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Андрей Кришталь, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Гордей Тарабыкин, Приморский край. Всем победителям и призерам присуждены специальные призы, денежный приз. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 67 килограммов. Церемония награждения весовой категории до 81 килограмма среди юношей. За второе место серебряной медалью награждается Марсен Потапов, Республика Саха, Якутия. За первое место золотой медалью награждается Владислав Дрегунов, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 81 килограмма среди юношей. Начинается торжественная церемония награждения среди юниоров 2004-2005 годов рождения. Весовая категория до 48 килограммов. Награждение производит исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Слепцов. За третье место бронзовой медалью награждаются Рукет Пуштова, Хабаровский край, Виктория Иванова, Камчатский край. За второе место серебряной медалью награждается Надежда Павлова, Республика Саха, Якутия. За первое место золотой медалью награждается Ульяна Садовая, Приморский край. Поздравляем победителя и призера в весовой категории до 48 килограммов среди юниоров. Церемония награждения весовой категории до 56 килограммов среди юниоров. За второе место серебряной медалью награждается Александра Непомнящая, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Милана Захарова, Республика Саха, Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 56 килограммов среди юниоров. Церемония награждения весовой категории до 60 килограммов среди юниоров. За второе место серебряной медалью награждается Елизавета Пивовар, Приморский край.
За первое место золотой медалью награждается Ангелина Хагаева, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 60 килограммов среди юниоров. Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров среди юниоров 2004-2005 годов рождения. Награждение производит главный судья соревнований Руслан Дмитриевич Савинов. Весовая категория до 54 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Руслан Салимов, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Кирилл Калиин, Хабаровский край. За первое место золотой медалью награждается Артем Терещенко, Хабаровский край. Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 54 килограммов среди юниоров. Церемония награждения весовой категории до 57 килограммов среди юниоров. За третье место бронзовой медалью награждаются Стас Румянцев, Республика Саха-Якутия, Кирилл Юрченко, Камчатский край. За второе место серебряной медалью награждается Иван Шуаев, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Виталий Кепчиков, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 57 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 60 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Эрхан Десяткин, Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Никита Дернов, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Дмитрий Цепунов, Приморский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 60 килограммов среди юниоров. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 63,5 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Габриэл Афанасьев,
Республика Саха, Якутия. За второе место с серебряной медалью награждается Эмилий Реслукаев, Приморский край. За первое место золотой медалью награждается Анатолий Ячковский, Республика Саха, Якутия. Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 63,5 килограммов. Церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 67 килограммов среди юниоров. Награждение производит родной племянник Александра Иванова, сын Альберта Егоровича Иванова, Петр Альбертович Иванов. За третье место бронзовой медалью награждаются Марк Серебряков, Приморский край, Максим Стрекозов, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Александр Елизаров, Хабаровский край. За первое место золотой медалью награждается Владимир Шпак, Камчатский край. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 67 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 86 килограммов. За второе место с серебряной медалью награждается Никита Бач, Республика Саха, Якутия. За первое место с золотой медалью награждается Антон Черкасов, Хабаровский край. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 63,5 килограммов среди мужчин. Награждение производит исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Слепцов. За третье место бронзовой медалью награждаются Аял Никитин, Павел Попов, Республика Саха, Якутия. За второе место с серебряной медалью награждается Владислав Беляев, Камчатский край. За первое место с золотой медалью награждается Сергей Логиновский, Приморский край. Сергею Логиновскому присуждается специальный приз от главы муниципального района Юргинский район
Приз вручает заместитель главы муниципального района Нюрбинский район Алексей Андреевич Андреев. Поздравляем победителя и призера в весовой категории до 63,5 килограммов среди мужчин. Начинается церемония награждения в весовой категории до 67 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Федор Васильев, Мухаммаднович Бурбонов, Республика Саха, Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Махсур Суев, Республика Саха, Якутия. За первое место золотой медалью награждается Айтал Петров, Республика Саха, Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 74 килограммов. Для вручения специального приза на пьедестал приглашаются Камила Халкаева, Лира Винокурова, представительницы команды Республики Саха-Якутия. Приз от ювелирного салона Apple Diamond, Владивосток. Награждение производит мастер спорта международного класса Сергей Владимирович Егоров. Для вручения специального приза на пьедестал приглашаются Ульяна Садовая, Приморский край, Надежда Павлова, Республика Саха-Якутия, Рукет Куштова, Хабаровский край, Виктория Иванова, Камчатский край. Приз от ювелирного салона Apple Diamond, Владивосток. Для вручения специального приза на пьедестал приглашаются Миланна Захарова, Александра Непомнящая, представительницы команды Республики Саха-Якутия. Специальный приз от ювелирного салона Apple Diamond Владивосток. Приз вручает мастер спорта международного класса Сергей Владимирович Егоров.
Для вручения специального приза на пьедестал приглашаются Ангелина Хагаева, Республика Саха-Якутия, Елизавета Пивовар, Приморский край. Уважаемые любители кикбоксинга, на этом торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова завершается. Всем представителям команд подойти к столу главного судьи. Всем представителям команд подойти к столу главного судьи. Алексеев Андрей Васильевич. Синий оттуда, табличку, никто не бегает, так вот приходит, прямое движение другое, жутко сильно. И это, участников, здесь никто не сидит, только так, красный слева, синий справа, табличка. Уважаемые любители кикбоксинга, вручается специальный приз от главы Октябрьского наследия Дюрпинского района Корякина Семена Александровича Аялу Никитину, бронзовому призеру соревнований. Еще раз поздравляем всех победителей и призеров.
Уважаемые спортсмены, объявляется 5-минутная готовность. Приготовиться первой паре юниоры весовой категории до 71 килограмма. Красный угол Косынков Вадим, синий угол Бондарев Денис. Первую пару судят рефери в ринге Янчев, боковые судьи Кондратьев, Федоров, Константинов. Уважаемые зрители, встречайте, хомусист, виртуоз мира Юлиана Кривошапкина. Уважаемые дамы и господа, еще раз встречаем виртуоз, хомусист мира Юлиана Кривошапкина.
На ринг приглашаются юниоры весовой категории до 71 килограмма. Красный угол. Костенков Вадим, Хабаровский край. В синий угол ринга приглашается Бондарев Денис, Республика Саха-Якутия.
Уважаемые зрители, поддержим спортсменов аплодисментами. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Косенков Вадим, Хабаровский край. Он занимается кикбоксингом 5 лет, провел 47 боев, из них в 40 одержал победу. Является призером первенства Европы, тренируется под руководством Евгения Чижикова. Косенков Вадим, Хабаровский край. Второй раунд. Дай. Файт. Аплодисменты бойцам. В синем углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Бондарев Денис, Республика Саха-Якутия. Он 2004 года рождения. Кикбоксингом занимается 5 лет, провел 60 боев, из них в 55 одержал победу, является кандидатом в мастера спорта Российской Федерации. Бронзовый призер Moscow Open 2020, победитель Дальневосточного федерального округа ПК-1 2022 года. Тренируется под руководством Наумова Никиты Владимировича. Бондарев Денис, Республика Саха-Якутия.
Поддержим бойцов аплодисментами. В этом упорном бою победу по очкам одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец из красного угла Косенков Вадим, Хабаровский край. Награждение проводит Васильев Иннокентий Давыдович, постоянный спонсор чемпионата, федеральный директор ООО «Фонд развития региональной авиации ЯТБ», помощник депутата Государственной Думы Амосова Петра Револьевича. Благодарственное письмо от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия вручается Васильеву Иннокентию Давыдовичу. Вручает исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Слепцов. Федерация кикбоксинга Республики Саха-Якутия выражает искреннюю благодарность за оказанное содействие и помощь в проведении 20-го чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Егоровича Иванова. Смена рефери в ринге. Рефери в ринге второй пары Иванов. В ринг приглашаются юниоры весовой категории свыше 91 килограмма. Красный угол. Седых Дмитрий, Приморский край. В ринг приглашается
Красовский Александр, синий угол, Приморский край. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Седых Дмитрий, Приморский край. Он 2004 года рождения, имеет второй спортивный разряд, занимается кикбоксингом 3 года, провел 36 боев, из них 26 одержал победу. Является победителем первенства России 2021 года в городе Челябинск. Тренируется под руководством Владимира Кафанова. Седых Дмитрий, Приморский край.
Уважаемые зрители, поддержим спортсменов аплодисментами. В синем углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Красовский Александр, Приморский край. Он 2005 года рождения, кикбоксингом занимается 4 года, имеет второй спортивный разряд, провел 25 боев, из них 25 одержал победу. Является победителем первенства Европы по К1, серебряным призером России по К1. Тренируется под руководством Бороди Юрия. Красовский Александр, Приморский край. Аплодисменты спортсменам. В этом упорном бою победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова становится боец из синего угла Красовский Александр, Приморский край. Награждение проводит младшая дочь Александра Егоровича Иванова, Камила Александровна Иванова. Аплодисменты. За второе место награждается Седых Дмитрий, Приморский край.
Смена судейской бригады. Рефери в ринге Винокуров. Боковые судьи Горохов, Щербачков, Сафронов. В ринг приглашаются боец синего угла Слепцов Михаил. Красного угла Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия. В ринг приглашается боец синего угла Барашка Абдулалан, Республика Саха-Якутия. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия. Он 1998 года рождения. Имеет первый спортивный разряд. Является чемпионом Дальневосточного федерального округа 2021 года. Тренируется под руководством Алексеева Андрея Васильевича. Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия.
Поддержим спортсменов аплодисментами. В синем углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Барашков Дуалан, Республика Саха-Якутия. Он 2003 года рождения. Является мастером спорта России по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 6 лет, провел 20 боев, из них в 15 одержал победу. Является финалистом первенства России. Тренируется под руководством Барашкова Уюсхана Анатольевича. Барашков Дуалан, Республика Саха-Якутия. Поблагодарим спортсменов аплодисментами. В этом бою единогласным решением судей победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия. Награждение проводит спонсор чемпионата и первенства, директор Саха-Якоторг, зять Александра Иванова, Михайлов Алексей Анатольевич. За второе место награждается Барашков Дуалан, Республика Саха-Якутия. За первое место награждается Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия.
Судейская бригада остается в том же составе. В ринг приглашается красный угол Местников Аял, Республика Саха-Якутия. Синий угол приглашается Моисеев Николай, Приморский край. Поблагодарю спортсменов за очень эффектный первый раунд. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Местников Аял, Республика Саха-Якутия. Он 1991 года рождения, является мастером спорта международной категории. Кикбоксингом занимается 15 лет, счет боям не ведет, является чемпионом России и Европы, тренируется под руководством
Андрея Алексеева, Местников Аял, Республика Саха-Якутия. В этом бою победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла, мастер спорта международного класса Местников Аял, Республика Саха-Якутия. Награждение проводит родной племянник Александра Егоровича Иванова, сын Альберта Егоровича Иванова, Петр Альбертович Иванов. Второе место в весовой категории до 54 кг среди мужчин становится Моисеев Николай, Приморский край. Чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик становится Местников Аял, Республика Саха-Якутия. Местникову Аялу, занявшему первое место, вручается специальный приз «Бриллиант от Контракт Металла». Смена судейской бригады. Рефери в ринге: Янчев. Боковые судьи: Кондратьев, Борисов, Константинов. На ринг приглашается
Мужчины весовой категории до 57 килограмм. Красный угол. Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. На ринг приглашается синий угол. Асташков Антон, Хабаровский край. Аплодисменты спортсменам. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. Он 1996 года рождения, является кандидатом в мастера спорта России, счет боям не ведет, является чемпионом Дальневосточного федерального округа в разделе лоу-кик 2021 года, а также чемпионом Дальневосточного федерального округа в разделе К1 2022 года. Тренируется под руководством Андрея Алексеева и Мигалкина Аяла. Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия.
В синем углу ринга готовится к продолжению боя Асташков Антон, Хабаровский край. Он 2003 года рождения, является кандидатом в мастера спорта России, кикбоксингом занимается 8 лет, провел 100 боев, из них 87 одержал победу, является призером первенства России в разделе лоу-кик 2021 года, тренируется под руководством Рымар Татьяны, Асташков Антон, Хабаровский край. Уважаемые зрители, поддержим спортсменов аплодисментами. Впереди заключительный третий раунд. Вот такой. В этом упорном бою победу одержал и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. Торжественную церемонию награждения проводит родная сестра Александра Егоровича Иванова, Наталья Егоровна Михайловна. Аплодисменты. За второе место награждается Асташков Антон, Хабаровский край. За первое место награждается и становится чемпионом Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. А также Иванову Сергею вручается специальный приз от компании «Контракт Металл» «Бриллиант».
Судейская бригада остается в том же составе. На ринг приглашается боец красного угла Босиков Тит, Республика Саха-Якутия. На ринг приглашается синий угол Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия.
В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Босиков Тит, Республика Саха-Якутия. Он 2003 года рождения, имеет первый юношеский спортивный разряд. Кикбоксингом занимается 4 года, провел 20 боев, из них в 15 одержал победу. Является чемпионом первенства республики по юниорам. Тренируется под руководством Барашкова Уюсхана Анатольевича. Босиков Тит, Республика Саха-Якутия. В синем углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия. Он 1999 года рождения, является мастером спорта России, кикбоксингом занимается 11 лет. Является чемпионом России 2021 года в разделе К1, а также победителем Moscow Open 2021 года в разделе К1. Тренируется под руководством Андрея Алексеева. Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия.
Поблагодарим спортсменов за красивый и зрелищный бой. В этом бою единогласным решением судей победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик боец синего угла Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия. Торжественную церемонию награждения проводит Федоров Спартак Юрьевич, спонсор чемпионата, друг семьи Ивановых. За второе место награждается Босиков Тит, Республика Саха-Якутия. Чемпионом становится Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия, а также получает специальный приз «Бриллиант» от компании «Контракт Металл». А также от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Федорову Спартаку Юрьевичу вручается благодарственное письмо. Смена судейской бригады. Рефери в ринге Винокуров. Боковые судьи Янчев, Федоров, Сафронов. В ринг приглашаются красный угол Гаюнли Мирослав, Камчатский край. В ринг приглашается синий угол Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия.
Аплодисменты спортсменам. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Гаюнли Мирослав. Он 1998 года рождения, имеет второй спортивный разряд. Кикбоксингом занимается 6 лет, провел 30 боев, из них 22 одержал победу. Является чемпионом Камчатского края по кикбоксингу 2021 и 2022 года. Тренируется под руководством Зинозовского Филиппа. Гаюнли Мирослав, Камчатский край. Аплодисменты спортсменам. В синем углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. Является мастером спорта России. Кикбоксингом занимается 11 лет. Счет боям не ведет. Является чемпионом России 2021 года в разделе лоу-кик. Тренируется под руководством Кутукова Алексеева. Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. В этом бою, ввиду отказа секунданта, чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова становится боец синего угла Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. Церемонию торжественного награждения проводит Андреев Алексей Андреевич, заместитель главы муниципального района, Нурбинский район. За второе место награждается Гаюнли Мирослав, Камчатский край.
Чемпионом весовой категории до 71 килограмма становится Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. Вручается спецприз от компании «Контракт Металл» «Бриллиант». Благодарственное письмо главе Нюрбинского района Иннокентию Алексею Михайловичу вручается от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия, исполнительный директор Николай Владимирович Слепцов. Смена бокового судьи Янчев Щербачков. В ринг приглашается в весовой категории до 75 килограмм красный угол Ванатиев Халид, Приморский край. В ринг приглашается синий угол Демченко Валерий, Хабаровский край.
Аплодисменты спортсменам. В красном углу ринга отдыхают и готовятся к продолжению боя Ванадиев Халид, Приморский край. Он 1995 года и имеет второй спортивный разряд. Занимается 1 год, провел 10 боев, из них в 6 одержал победу. Тренируется под руководством Мушеха Закаряна. Ванадиев Халид, Приморский край. В этом бою, ввиду отказа секунданта, победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик боец синего угла Демченко Валерий, Хабаровский край. Торжественную церемонию награждения весовой категории до 75 килограмм проводит пан Михаил Маркович, спонсор чемпионата, брат Александра Иванова. За второе место награждается Ванадиев Халид, Приморский край. Аплодисменты спортсмену. За первое место награждается Демченко Валерий, Хабаровский край. Чемпиону также вручается специальный приз от компании «Контракт Металл» «Бриллиант». Смена судейской бригады. Рефери в ринге Иванов, боковые судьи Горохов, Борисов, Кондратьев. В ринг приглашается в весовой категории до 81 килограмма. Красный угол. Буров Семен, Хабаровский край.
В ринг приглашается синий угол Шин Илья, Приморский край. Поддержим спортсменов аплодисментами. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Буров Семен, Хабаровский край. Он 2000 года рождения, является мастером спорта России. Провел 67 боев, из них 60 одержал победу. Является победителем первенства мира, а также победителем первенства Европы. Призером чемпионата России. Тренируется под руководством Чижикова Евгения. Буров Семен, Хабаровский край.
Уважаемые зрители, поддержим спортсменов аплодисментами. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Шин Илья. Он 1996 года рождения, имеет второй спортивный разряд. Кикбоксингом занимается 6 лет, провел 60 боев, из них в 55 одержал победу. Является чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Подоплелова Андрея. Шин Илья, Приморский край. В этом бою
Единогласным решением судей победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла Буров Семен, Хабаровский край. Торжественную церемонию награждения весовой категории до 81 килограмма проводит Федоров Григорий Иванович, спонсор чемпионата друг Александра Иванова. За второе место награждается Шин Илья, Приморский край. Чемпионом Дальневосточного федерального округа становится Буров Семен, Хабаровский край. Также чемпиону вручается спецприз от компании Контракт Металл «Бриллиант». А также Федорову Григорию Ивановичу от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия вручается благодарственное письмо. Исполнительный директор Николай Владимирович Слепцов. Судейская бригада в том же составе. В ринг приглашается в весовой категории свыше 91 килограмма мужчины. Красный угол Вагабов Шамиль, Приморский край. В синий угол приглашается Куцуруев Адулай, Республика Саха-Якутия.
Поддержим спортсменов. В красном углу ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Вагабов Шамиль, Приморский край. Он 1997 года рождения, является мастером спорта России. Кикбоксингом занимается 15 лет, счет боям не ведет. Является победителем Кубка России, призером чемпионата России. Тренируется под руководством Андрея Подоплелова. Вагабов Шамиль, Приморский край. Аплодисменты спортсменам. В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла Вагабов Шамиль, Приморский край. Торжественную церемонию награждения весовой категории свыше 91 килограмма проводит Васильев Александр Иванович, мастер спорта Советского Союза по кикбоксингу, обладатель Кубка России, чемпион СНГ, чемпион Азии. За второе место награждается Хуцуруев Анулай, Республика Саха-Якутия. Чемпионом становится Вагабов Шамиль, Приморский край. Также вручается спецприз от компании «Контракт Металл» «Бриллиант».
подождите, уйдите, еще не закончилось. Кто сказал, так кто дал команду? В номинации «Лучший спортсмен среди мужчин» в чемпионате первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира СССР Александра Иванова вручается Местникову Аялу. Вручает исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Слепцов Николай Владимирович. В номинации «Лучшему спортсмену среди юношей» спецприз вручается Чугунову Артему. Приморский край. Для торжественной церемонии награждения лучшему спортсмену среди юниоров приглашается пан Михаил Маркович. В номинации «Лучшему спортсмену среди юниоров» награждается спецпризом телевизор Дьячковский Анатолий. Республика Саха-Якутия. Спецприз вручается от имени акционерного общества птицефабрики Нюрбинская. Для торжественной церемонии награждения приглашается Григорий Иванович Федоров. В номинации «Лучшему судье чемпионата» сертификат вручается Иванову Леониду.
Для торжественного награждения приглашается родная сестра Александра Иванова Наталья Егоровна Михайлова. Спецприз от имени городской думы Якутской вручается тренеру Рымар Татьяне. От имени Якутской городской думы спецприз за объективное судейство вручается Янчеву Артему Олеговичу. А также спецприз вручается Иванову Сергею от воспитанника Александра Иванова, профессора Ильи Афанасьевича Черкашина. Спецприз вручает тренер Аял Мигалкин. Иванов Сергей. Просьба выйти в ринг для получения спецприза. А также от постоянного спонсора автошкола «Респект Авто» вручаются сертификаты. Сивцев Тимофей. Сивцев Тимофей. Просьба выйти в ринг для получения спецприза. Приз вручает племянник Александра Иванова, сын Альберта Иванова, Иванов Петр. Спецприз на сумму 20 тысяч рублей. А также для вручения спецприза приглашается Оксана Лукина. Спецприз в размере 10 тысяч рублей. Спецприз от автошколы «Респект Авто», постоянного спонсора чемпионата и первенства, вручает Петр Иванов. А также для вручения спецприза в ринг приглашается Плотникова Алина.
Спецприз от постоянного спонсора автошколы «Респект Авто». Денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Сертификат. А также от постоянного спонсора учебного центра «Маневр». Сертификат в размере 5000 рублей вручается Марсену Потапову. Спецприз вручает Камила Иванова. Марсен Потапов, просьба выйти в ринг для получения спецприза. Также спецприз может забрать представитель спортсмена. А также от учебного центра «Маневр» сертификат вручается Шуаеву Ревану. Сертификат на сумму 5000 рублей. Просьба спортсмена выйти в ринг или представителей спортсмена. Спецприз вручает Камила Иванова. Раз. Уважаемые представители команд, кто первый раз участвует на нашем турнире, просьба выйти на ринг. Наши дорогие гости, просим, кто первый раз приехал на чемпионат, представители команд. Бедбитин. Решили. Нету никого. Вчера же руки поднимали, я же обещал книги подарить. Дениса зовут.
Bakın güzel kaldı. Ciekawe, po spotkaniu. Кондрат.
От спонсоров фотокамер.
Самый лучший. Денис, осторожно. На самом деле я намного лучше, чем я думаю, я просто не стою. Жека. И так далее. Наташа, а? Да-да. Петя. Ага. Ну сейчас я хочу это, знаешь,
Где? Ты нашли?